от охотников за светом. Дорогие друзья, DK Media World продолжает обзор китайского шоу Shine Super Brothers, на первом туре которого команда с участием Димаша исполнила две самые известные композиции группы Queen We Will Rock You и We Are The Champions. Давайте разберемся, чем отличается их версия от многочисленных каверов, спетых другими вокалистами. К слову, Димаш в Китае уже исполнял эти композиции группой Super Vocal на конкурсе Singer. Эти композиции были выбраны командой дружно и единодушно. Перед лидером команды Ван Сву стояла очень непростая задача не только свести вместе самый высокий голос проекта Димаша и самый низкий голос проекта Элвиса Вана, но и дать проявить себя другим членам команды. И в итоге создать гармоничное и убедительное впечатление. Надо признать, что Ван Сву, как демократичный лидер, уважающий артистов своей группы, дал возможность высказаться всем. Постарался учесть предложения и способности каждого. Димаш сразу же предложил внести в инструментальную аранжировку звуки домбры. Он, как вы знаете, уже не первый раз использует этот казахский национальный инструмент в композициях в стиле рок. Элвис Ван предложил начать номер с пения на несколько голосов. Это очень круто звучит, но требует профессионального подхода и точной интонации. Артисты сразу подняли планку очень высоко. Лучшие вокалисты команды Димаш и Элвис занялись уроками пения с братьями. Например, с комическим актером-стендапером Шан Цзюси. Согнувшись пополам, Димаш показывал ему, как надо правильно брать ноты. Вот что сказал об этом преподаватель Димаша по вокалу Марат Олжабаевич Айтимов. Он его поставил в полусогнутую позу, чтобы он лучше чувствовал опору звука. Этим способом пользуются очень многие вокалисты, педагоги всего мира. Когда у подопечного не так хорошо идут высокие ноты или ученик опирает звук не в полную силу, вот этот вот способ пользуется. Вот оно, настоящее обучение, поделился комик Шан Цзюси. Я слушаю, у меня уже мурашки. Обе песни Queen на английском языке. Поэтому Ван Сву специально занимался с каждым, чтобы отработать правильное произношение слов. В номер артисты также решили внести танцевальные элементы и, конечно же, рэп, слова для которого сочинил Шан Цзюси. При выборе костюмов братья дали себе волю. Я все понимаю, мы артисты, но это уже перебор. В итоге каждый подобрал себе то, что нравится, не придерживаясь единого стиля, но в духе композиции. При распределении строчек песни Димашу достались следующие слова: «У тебя кровь на лице». Поэтому ему нанесли соответствующий грим для полноты образа хулигана с улицы. Артисты команды выступали последними и чувствовали, что после ярких номеров трех других команд им придется выкладываться на сцене. Перед выступлением Ван Сву поблагодарил членов команды за доверие и сказал: «Я счастлив познакомиться со всеми с вами. Вы все мои ангелы. Мы сейчас выйдем на сцену и выложимся до конца, несмотря ни на что». Зрителей ждало немало сюрпризов. Огонь, драйв, соло на домбре, рэп, в котором были слова каждому из участников этой замечательной команды. Димаш в нем назван 9-кратной скоростью света. Синхронные танцевальные движения, запредельные вокализы Димаша на фоне многоголосного пения группы дало мощное впечатление от выступления. На контрасте с ритмичной первой частью медленное соло в начале We Are The Champions, исполненное Элвисом Ваном, который спел эти строчки басом, аккомпанируя себе на фортепиано, произвело неизгладимое впечатление на слушателей. Виртуозный фирменный вокалист Димаша в конце номера не оставил сомнений в том, кто стал победителем.
Агитируя публику голосовать за команду в 6 раз быстрее света, Шан Цзюси спросил: «Хотите в следующий раз увидеть, как танцуют Димаш и Элвис Ван?» Понимая, что никто не захочет пропустить такое зрелище. Судьи тоже были в восторге. Чемпионка мира по настольному теннису сразу вспомнила соревнования на стадионе. Председатель жюри сказала, что все было очень органично. Ведущие попросили и Димаша сказать несколько слов. И он выдал сразу весь запас китайских фраз, которые он знает, а также добавил по-английски, обращаясь к зрителям: «Я вернулся через 2 года. Эмоции меня переполняют. Я вас люблю и очень скучал. Я счастлив выступать перед вами вместе с такими невероятными талантами». И поблагодарил членов своей команды. Ван Исфу сказал, что несмотря на то, что они все разные и не всегда понимают друг друга сразу из-за языкового барьера, но радушие, энтузиазм и терпение помогло всем выдать максимум. Каждый светился на сцене, и этот свет был виден всем. Итог: 49 баллов от профессионального жюри, высокий рейтинг голосования от зрителей в зале, дополнительные 3 балла от ведущей и первое место после исполнения первой композиции. За кулисами их встречали как чемпионов. Элвис Ван подошел к Ван Исфу и сказал очень трогательные слова, от которых у лидера команды слезы навернулись на глаза. Элвис поблагодарил его за новые ощущения, связанные с участием в команде. Для него это был новый опыт за все 20 лет профессиональных выступлений. На очереди было выступление дуэта от каждой команды. От команды в 6 раз быстрее скорости света выступали Бита Сапакчи и Ван Исфу. На самом деле в номере участвовали 3, потому что танцевали они под великолепный вокалист Димаша. И хотя они не набрали самый высокий балл, общее количество очков позволило команде в 6 раз быстрее скорости света остаться лидерами по итогам первого эпизода шоу. Однако из команды Дики, занявшей последнее место, решением жюри был исключен рэпер NW. Дорогие друзья, мы и дальше будем рассказывать вам об участии в нем Димаши и других охотников за светом. В следующем эпизоде их ждут настоящие испытания. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить обзоры и другие интересные материалы, которые готовит редакция DK Media World. Сегодня с вами была Оксана. Желаем вам прекрасного дня.